Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас фармацевтический выпуск, так я бы сказала. Дело в том, что папа наш кашляет уже так долго, причем это не простудный кашель, это всего, кажется, кашель курильщика, что ли. Таблетки пьет, ничего не помогает. И вот, значит, в интернете дочь вычитала рецепт один. Ну, народные средства, говорят, тоже очень хорошо помогают. И мы решили, а почему не попробовать? Потому что вот эти таблетки корейские, которые и от кашля, и отхаркивающие, что-то они ему не понравились. И, вот. И нам предлагают в интернете вот такой способ. Посмотрите, вот у меня в руках луковица одна. Мы решили сначала сделать на пробу. Немножечко сделаем, если ему понравится и будет он пить, хотя он в этом плане, сам врач очень капризный, его ни за что не заставишь вот выпить там, я допустим. заставлю. Да, дочь может только заставить. Меня он вообще не слушает. Но рецепт вот в чем заключается. Я сейчас у вас на глазах отрежу вот от этой луковицы вот такую, ну вот так, крышечку. Вот видите, с хвоста нужно отрезать вот такую крышечку. Ну, шустрый. Да, я наточила. Да что такое? Может, кто-то уже делал? Поделитесь, друзья. Да. Помогает, не помогает. Чтобы мы уже заранее тут знали. ингредиенты такие, вообще ничего такого нету, этого, неполезного, так скажем. Теперь там предлагают взять, вот у меня нашлась вот такая десертная ложка. Я, наверное, немножко сначала вот так ножом, потому что вот так сделать из этой луковицы чашу, в которую поместить вот эти все ингредиенты. Ну, а дальше я попробую, конечно, ложкой. Сохранить. Потому что острее вот этой десертной ложки у меня на кухне ничего не нашлось. Нужно аккуратненько вот этой ложкой сделать чашку такую из луковицы. Вот что я сейчас и пытаюсь, не дай бог, мимо. Вот, уже что-то похоже, да, на чашку? Еще можно чуть-чуть. Так. О, и наша Луна. Лук можно не выбрасывать, использовать потом дальше. Нет, хотя его же нужно из этой нарезать. луковицы, да. Ты плохо посмотрела. Нет, из этого добавить сюда петрушку, это он другое вообще да? средство, да, предлагает. А сюда только этот? Да, а сюда только чеснок, имбирь и медом залить. Там так и так лук есть. Да. Ой, я боюсь мимо много не проткнуть, потому что там предлагают перед едой по одной чайной ложке выпить. А тут сколько чайных ложек поместится? Поэтому вот мы рискуем, конечно, потому что он, я же говорила, очень капризный. Потому что врач, наверное, не был бы врачом. А я ему, кстати, всегда говорила, когда поженились, он мне все обещал, брошу курить, брошу курить. Я говорю, если бы ты был каким-нибудь, ну, не врачом, а, допустим, токарем, шофером, то, наверное, давным-давно уже меня бы послушал. А так как он врач, он вообще никого не слушает, особенно меня не слушает. И вот думает, что... Он говорит, кому ты говоришь? Вот он всегда, кому ты говоришь? Ну, я с ним не спорю. Так, может еще, Кира, хватит? Давай хватит, а то сейчас дотрем. А то я дотру до дырки. Ну вот, посмотрите, вот получилась у меня чаша. Из луковицы чаша. Я приготовила специально вот эту кружку. Почему? Потому что эта луковица, она на вот этой вот, как это, на головке стоять не будет. Я ее вот так сюда помещу, и в этом же она у меня будет в темном месте стоять. Посмотрите, что предлагают эти народные целители. Предлагают вот 2 зубчика чеснока. Я взяла маленьких 3. Вот так измельчить. Вот такой у нас... Ой, все время забываю, как имбирь. Имбирь. Ой, имбирь продается. Сейчас осень, наверное, он осенью, да, созревает? Потому что летом он такой худой-худой, а этот, посмотрите, круглый какой. год. Нет, это я вот в магазине, когда была, я выбрала специально, чтобы мне легче было его. Да, и он когда ровненький. он худой, его тяжело чистить, почистишь, и ничего там не остается. А посмотрите, обратите внимание на цену. Кира, я запечатала я специально. хочу показать, а то из-за пленки не видно.
Какой Я он специально вот жирный, такой, да. посмотрите. Там были такие, вы знаете, вот эти стволы были тоненькие. А я подумала, если я почищу, это вообще ничего не хороший. останется. Как Вот. картошка прям, да? Ну, польза чеснока, А запах конечно, какой. вам всем известна. Я не буду вам лекции читать, а польза чеснока все знают. Вот, ну все, хватит, я, наверное, больше не буду. Мельче не буду измельчать. Теперь это Получилась все одна помещаем, столовая ложка, да? ну чуть, может быть, меньше. Вот так. Чеснок, уходи, от моих рук уходи. Свежий прям. Иногда он продается уже подсушенный, а этот прямо свежий, влажный такой. Стоит он у нас... сколько здесь? 200 граммов? 160 граммов, 3,200. Да, он очень дорогой. Кстати, у нас в Казахстане $2, тоже он наверное, да? очень дорогой. Особенно, когда вот многие стали много говорить в интернете. Сейчас рис варится. Много рецептов стало в интернете о пользе имбиря стали говорить, то резко подорожал этот на базаре этот имбирь. Итак, теперь мне предстоит вот этот имбирь тоже вот так накрашивать. Мелко-мелко, да? надо? Да. Нужно Хороший было, выбрал. конечно, Кира, в блендере измельчить, да? Да, Но не можно. будем ради этого доставать. Ну там он затеряется, его мало. Да, и Будет там потом, болтаться. а потом мой труд мне жалко. Папа не захочет пить, и все. И тогда Будет. что? Я его Будет? заставлю. Ой. Будет. Так, рис сварился. И вот такой у О, нас даже мед. не поместится. Мы его на водяной бане разогрели, потому что здесь он лежал на дне. Мы что только не делали. Он застыл. Вот эту пластиковую, видите, пытались даже разрезать. Она ни черта не режется. Как каменная. Вот хорошая, да, упаковка? Этот мед из магазина Костка, канадский мед. Канадский. Вот у таких он продается. Кира его часто очень берет для папы. Нет, раньше я брала американский, похожая упаковка. Да. Но немножко другая этикетка. А это именно канадский. Друзья, вот я много наговорила, наболтала. Дело в том, что в рецепте там была луковица вот такая огромная, вот Большая. как мой кулак, вот так. И там предлагалось, значит, на 2 зубчика крупных чеснока предлагалось 10 грамм имбиря. Я взяла тоже 10 граммов, Ну, пускай но больше будет. я не буду его, он весь и не поместится. Я просто взяла, сколько мне не жалко Ну, было. положи, что тебе. Пускай будет. Ну, вот чуть-чуть еще. А это что, выкидывать? Да. Нет. Вот так. Но для меда должно быть еще место. Иначе потом Будет. ему нечем будет потом чайными ложками выковыривать. Вот так. А это надо, наверное, если- вместе есть. И Да, мед, я не и вот знаю. эту гущу. Вот там, кстати, этого не сказано. Наверное. Вот. А теперь посмотрите, что я сейчас делаю. Я сейчас должна вот это все залить медом. Ложками Значит, давай, а то, ложкой? я не знаю, поместится ложка там. Ну, вот так аккуратненько тогда. И вот этот состав нужно поставить в в темное место, 12 часов выдержать, и потом каждый раз перед едой по чайной ложке принимать. Так. Сейчас еще немножечко положу и потом помешаю, да? Да не надо мешать там. А мне Но так он хочется. сок еще, наверное, пустит. Хватит, наверное. Да, лук, наверное, еще свой сок даст. Вот так. А теперь посмотрите. Ой, этот мед еще. Вот так. Теперь там рекомендуют закрыть вот этой отрезанным вот этим хвостиком. Да, тут тоже Вот лук так же. закрыть. Ровно стоит. Вот так закрыть. Вот таким образом. Поставить в темное место, 12 часов выдержать. Что мы сейчас и сделаем. Сюда надо А шкаф этот поставить. мед оставим
до следующих времен. Я папе не дам его сейчас чай пить. Пускай Потому пьет. что- Ой, Нет, нам еще потом вдруг понадобится ну, еще сделать. купим. Так, вот, друзья, мне Давай теперь сюда. не пролить этот мед. Поставим в темное место. Там не говорится прохладно, просто в темное место. И главное, чтобы не свернуть голову этой луковицы. Вот Ничего так. не будет. Пусть стоит. Итак, Сейчас сегодня сколько? час дня, значит, до часу Ночи. ночи. Завтра с утра начнет пить. Правильно? Вот так мы сделаем. Вот, дорогие друзья, я фармацевтом заделалась теперь. А это можно использовать. Остатки меда я вот сюда еще вылью. Вот так. Уже, наверное, не выльется. Ой. Туда чай налей, да и все. Да, Или воду. правильно. Лучше чай нальем. Вот что мы делаем. Сидим, купили вот этот шоколад. Сколько он стоит? Почти ну, около 10 долларов. Арона, подожди. 이것도 보여드리려고 이것도 없잖아. А это им не интересно. 레몬네이드도 Вот этот шоколад дубайский знаменитый. Продается 이건 у нас. 두바이 초콜릿이라고 불려요. Разошелся. У него ценник просит, да, я могу туда быть. Это, конечно, не настоящий, это дубайский шоколад. Тенге за плитку шоколада. Шоколад 이건 совсем 진짜가 совершенно 아니에요. другой. Да, 맞아요. Ну, в Алмате у нас... 가짜예요. 그냥 산 거예요. 맛있어 보여서. 맛이 어때요? 맛없어. 아, 진짜? 그래? 근데 아우, ну, на вид он совершенно 근데- другой, да, здесь. 딱딱해요. Здесь фисташка, а там у них, знаешь, 딱딱해. нити вот эти вот, Да. да? Тесто Там с вот внутри этим, да. зеленое тоже. Там вот тесто вот это тонкое-тонкое такое раскат. Ну, в общем, здесь продают вот эти реплики, деньги дерут. Роша пошел купил. И что такое, как... Кирпич. Да. Тот шоколад, он такой изящный, светло-коричневого цвета. Вот Ну, так да. выглядит. Не покупайте, друзья. Хотя, Рона? Матопсу. 맛있어. 알았어. 가다이. 카다이아 초콜릿을 만들고 그다음 또 어떤 걸 만들었습니다. 근데 기억이 안 나요. 고맙습니다. 이제 끝.